У Марии Голубкиной и Марии Мироновой был один отец на двоих. Только для Марии Мироновой он был родным, а для Марии Голубкиной тоже родным, ибо в то время она даже не знала, что биологический папа ее вовсе не Андрей Миронов. Двух дочерей актера с детства сравнивали между собой, пристально следя за тем, насколько та или другая успешнее, талантливее, ближе к отцу. А они сами долгое время не общались совсем. И на вопросы журналистов об их родстве обе отвечали: «Мы не сестры». В жизни Андрея Миронова было множество поклонниц и два брака с Екатериной Градовой и Ларисой Голубкиной. Первая родила ему дочь Марию, вторая вошла в его жизнь с дочерью Марии, которую актер удочерил. Девочки даже носили одну фамилию до тех пор, пока Мария Владимировна, мама Андрея Миронова, не потребовала, чтобы падчерица сына сменила фамилию матери, категорично заявив: «Мария Миронова должна быть одна». Позже стало понятным, насколько права была Мария Владимировна, ведь обе девочки пошли по стопам своих родителей и стали актрисами. Так уж вышло, что при жизни актера он больше времени проводил с дочерью Ларисой Голубкиной. Он водил ее на птичий рынок, ругал за плохие отметки в школе, стыдил за плохое поведение. Его родная дочь никогда не жаловалась на отсутствие внимания со стороны отца, но виделись они не так уж часто. Впрочем, на ее отношение к папе это никак не повлияло. Он всегда был в ее жизни. Между собой девочки не общались вообще, хотя и учились в параллельных классах в одной школе. В лучшем случае они здоровались друг с другом, но чаще просто проходили мимо. У них в школьные годы даже была одна подруга на двоих, но дружить втроем никому не приходило в голову. Впрочем, их никто и не пытался подружить между собой. В то время это было не принято. Мария Миронова была невероятно похожа на отца манерами, безупречным вкусом и силой характера. Екатерина Градова не раз признавалась в своих интервью: Маша даже спит в такой же позе, как спал ее отец. Девочки потеряли отца в 14-летнем возрасте. Мария Миронова вместе с Екатериной Градовой были в Рижской опере, когда Андрей Миронов во время спектакля «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» упал прямо на сцене. Мария Голубкина вместе с мамой ждали возвращения отца в гостинице. Родная дочь актера во время спектакля находилась в оркестровой яме. Увидев, как отец упал, она тут же выбежала на сцену и потом все время была рядом. Она даже вместе с ним поехала в больницу в машине скорой помощи, решительно закрыв двери перед теми, кто еще собирался сесть рядом с актером, находившимся без сознания. Спустя 2 дня, 16 августа 1987 года, Андрея Миронова не стало. Даже смерть отца не сблизила девочек. Пережив потерю, они пошли по жизни дальше, каждая своим путем. Они обе поступили в Щукинское училище. Правда, Мария Миронова очень быстро вышла замуж, а после появления на свет сына Андрея перевелась во ВГИК. Мария Голубкина после окончания училища была принята в труппу Московского театра сатиры, где на протяжении четверти века служил ее отец. Другая Мария, напротив, получив диплом ВГИКа, поступила в легендарный Ленком под руководством Марка Захарова. Они обе стали известными актрисами, но по-прежнему не общались друг с другом. А на вопросы журналистов неизменно отвечали: «Мы не сестры». По сути, обе Марии были правы, ведь они не являлись кровными родственниками. Но соперничества как такового между ними никогда не было. Им нечего было делить, как нечего было и доказывать друг другу. Каждая строила собственную карьеру, не оглядываясь ни на кого и не пытаясь сравнивать, насколько другая Мария удачливее в профессии или талантливее. Проводить параллели между их жизнями и выяснять, как относятся две Марии друг к другу, всегда пытались журналисты. А их жизни даже не пересекались между собой. Пока однажды они не встретились во время съемок фильма Павла Лунгина «Свадьба», где Мария Миронова играла главную героиню Таню, а Мария Голубкина появилась в образе Светы, ее подруги. Им было по 25 лет, и тесное общение на съемочной площадке привело к тому, что актрисы наконец-то смогли по-настоящему познакомиться друг с другом. Они были очень разными. Миронова спокойная, сдержанная, рассудительная. Голубкина импульсивная, заводная, любитель говорить все, что думает. Но вдруг две Марии обнаружили, насколько они близки внутренне. Между ними появилась некая неразрывная душевная связь. Мария Голубкина видит в их сближении естественное развитие событий. Она считает, что даже родные братья и сестры начинают близко общаться друг с другом уже в зрелом возрасте, потому что в детстве и юности каждый сам по себе. У всех есть собственное видение жизни, свои дела и проблемы. Мария Миронова сознательно избегает определения «родственная связь».
но при этом признается, что Маша для нее очень близкий человек. Они много общаются, созваниваются, и трудно себе представить, что когда-то две Марии едва замечали друг друга. Правда, обе Марии никогда не считали себя соперницами. Зато теперь они с теплотой и нежностью говорят друг о друге, старательно избегая пафосных слов. Они есть друг у друга, и это самое главное. За те 46 лет, которые были отведены Андрею Миронову, он успел исполнить более 40 ролей в кино, сыграть в десятках театральных постановок и фильмов-спектаклей. Одна из ролей стала для него судьбоносной и роковой, ведь именно с нее начался звездный творческий путь Андрея Миронова, и ею же и закончился.